У меня в руках эфирное масло розы. С чем у вас ассоциируется ее запах? День Святого Валентина, королевский цветник, а также древние мифы, гражданские войны и даже основание империй. Ее знакомство с цивилизацией началось около 5000 лет назад. Древние жители Китая и Месопотамии не просто восхищались розой, они ее выращивали. На одних из самых ранних рисунков Месопотамии изображены розы. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель. И в этом видео мы обсудим, как роза покорила человечество. Цивилизации на заре своего существования делали дикую розу центральным элементом мифов и культа власти. Она была символом Инанны, месопотамской богини любви и войны, чья сложная натура отражалась в сочетании мягких лепестков и острых шипов. В египетских гробницах находили засохшие розы, а римские писатели связывали этот цветок с Исидой, богиней, которая провожала души в загробный мир. И, конечно же, стоит вспомнить знаменитую легенду о Клеопатре. Согласно преданию, она наполняла свои покои лепестками роз, чтобы навсегда связать память о себе с их пьянящим ароматом. Еще большую популярность роза снискала у древних греков и римлян. Для первых роза была связана с богиней любви Афродитой. По легенде, этот цветок вырос из слез богини, когда она оплакивала возлюбленного Адониса. А в некоторых версиях мифа говорится, что его кровь окрасила белые лепестки в красный цвет, символизируя бессмертие любви. Для римлян же розы были больше символом роскоши и власти. Императоры осыпали ими гостей, лепестки плавали в вине, использовались в качестве приправы к еде и наполняли общественные бани. Римская знать строила огромные общественные розарии и, возможно, даже использовала ранние формы теплиц с полупрозрачной слюдой, чтобы выращивать розы вне сезона. Римляне также подарили нам выражение «саб-роза», означающее «под розой». Висящая в зале заседаний роза означала, что все здесь сказанное является конфиденциальной информацией. Хотя эта идея появилась в античное время, сама практика подвешивания роз в большей степени связана с более поздними европейскими традициями. От божественного символа до символа власти роза была неотъемлемой частью древнего мира. Ассоциация розы с языческими богами и роскошью даже после падения Римской империи вызывала неприятие у ранних христиан. Поэтому этот символ был переосмыслен, став ключевым в монотеистических религиях. В христианстве красная роза, некогда кровь Адониса, стала символом крови Христа и жертвы мучеников. Белая роза стала знаком чистоты Девы Марии, получив поэтичное название «роза без шипов». Многослойный венчик лепестков означал раскрывающуюся духовную мудрость. Эта связь заложена в великолепных витражах розок готических соборов и в самом названии розариев, которое происходит от латинского слова «розариум», означающего «розовый сад». В иудаизме роза стала символом народа Израиля. В Зохаре, основополагающем тексте, 13-лепестковая роза – это центральный образ, который, согласно каббалистической традиции, представляет 13 атрибутов милосердия Бога. В исламском мире роза расцвела как символ духовной красоты и стремления души к Богу. Персидская поэзия полна образами соловья, влюбленного в розу, метафора души, ищущей связи с божественным началом. Аромат розы рассматривался как отражение святости, и традиция даже связывает этот запах с пророком Мухаммедом. Такое отношение имело и практическое применение. В 4-м эпизоде цикла, посвященного истории парфюмерии, подробно рассказано, как бурное развитие искусства дистилляции в средневековом исламском мире позволило получить розовую воду и драгоценное розовое масло. Это ароматное масло, ценившееся дороже золота, использовалось для очищения мечетей и ароматизации собраний. Всего за несколько столетий восприятие розы преобразилось. Она перестала быть символом любви и власти, а начала олицетворять чистоту, жертвенность и духовность. В средневековой Европе роза оказалась в центре иного мира. Мира рыцарей, куртуазной любви и враждующих династий. Ее духовная сторона сохранилась, но теперь она переплелась с кодексами рыцарства и власти, став высшим символом романтической любви. Эта идея закрепилась во французской поэме XIII века «Роман о розе», аллегорической эпопее, где влюбленный отправляется на поиски единственного бутона розы,
символизирующего его стремление завоевать любовь своей возлюбленной. После романтики эта символика вскоре проникла в политику, наиболее ярко проявившись в Англии XV века. Между двумя враждующими ветвями королевской семьи, Ланкастерской и Йоркской, разразилась жестокая 30-летняя гражданская война за трон. Этот конфликт вошел в историю как война роз. На гербе Ланкастеров была изображена красная роза, у йоркистов белая. В течение 3 десятилетий эти два цветка были символами раздираемого на части королевства, их изображали на щитах и несли на знаменах в битвах. Война закончилась в 1485 году, когда Генрих Тюдор из Ланкастеров одержал победу над королем Ричардом III. Чтобы объединить раздробленное королевство, Генрих женился на Елизавете Йоркской и создал символ мира – розу Тюдоров, которая объединила красную розу Ланкастеров с белой розой Йорков. Этот гибрид стал геральдической эмблемой Англии, напоминанием о том, что цветок может символизировать как ожесточенный конфликт, так и примирение. Хотя цветение роз было впечатляющим зрелищем, у него был один существенный недостаток. Розы цвели только раз в год. Однако в конце XVIII века это изменилось благодаря культивированию новых видов роз из Китая, в частности, роза чинензис. Такие варианты обладали замечательной особенностью, которой не было у их европейских собратьев – способностью цвести многократно в течение года. Благодаря появлению вечно цветущих новинок в Европе началось бурное развитие садоводческих инноваций. В центре этих изменений находилась императрица Жозефа де Багарне, жена Наполеона Бонапарта. Она поставила перед собой цель создать в своем поместье Мальмезон самый большой розарий в мире. Ботаники и владельцы питомников присылали ей растения со всех уголков планеты. Даже во время наполеоновских войн британские власти часто пропускали корабли с ботаническими коллекциями Жозефины, несмотря на то, что Франция и Великобритания находились в состоянии войны. По итогу в Мальмезоне насчитывалось около 250 различных сортов роз, живая библиотека этих цветов. Художник-ботаник Пьер Жозеф Редуте написал портреты всех роз из этой коллекции, навсегда сохранив их в своем трехтомнике «Розы». Работа селекционеров с этой коллекции привела к появлению множества новых сортов – бурбоны, портленды и в конечном итоге чайно-гибридные, современные садовые розы. Пока селекционеры работали над внешним видом, парфюмеры изучали аромат. Парфюмерия превращалась в индустрию, и роза была в центре ее внимания. Исторической столицей этой индустрии был Грасс, город на юге Франции. Холмы вокруг Грасса были идеальным местом для выращивания роза сантифолия, столепестковой розы, самого ароматного варианта. Фермеры выращивали ее тоннами и привозили в Грасс для дистилляции в двух формах – абсолюте и эфирном масле. Масштабы производства впечатляли. Для производства всего 1 килограмма чистого розового масла нужны тонны лепестков роз, то есть до 1 миллиона отдельных цветков. Трудоемкость и низкий выход сделали розовое масло одним из самых дорогих веществ на Земле. Однако к концу XIX века эта ценность начала уменьшаться. Ученым удалось выделить, а затем синтезировать ключевые ароматические молекулы, придающие розе характерный запах – цитронилол, гераниол и фенилэтиловый спирт. Хотя эфирное масло розы представляет собой смесь сотен компонентов, больше 80% приходится на эти 3 спирта. Впервые аккорд аромата розы можно было воспроизвести в лаборатории, что сделало этот запах гораздо более доступным. Но у этого прорыва был ироничный подтекст. В течение 20 века селекционеры начали отдавать приоритет другим характеристикам цветка – идеальной форме бутона, яркому цвету и длительной стойкости в вазе. В результате одна из самых определяющих черт розы – ее запах – часто исчезал в процессе селекции. Многие из потрясающих идеально сформированных роз, продающихся сегодня, практически не имеют запаха, представляя собой красивую, но молчаливую версию своих предков. В 20 веке, в эпоху глобальных конфликтов и политических перемен, роза доказала, что ее символика как никогда многогранна. Красная роза, помимо того, что является символом Англии, была принята в качестве эмблемы социалистическими и социал-демократическими партиями по всей Европе.
Для них она символизировала борьбу за лучший мир, сочетая идеалы равенства с обещанием жизни, полной красоты и достоинства. А в Соединенных Штатах Америки роза была официально названа национальным цветочным символом в 1986 году. Но, пожалуй, самая трогательная современная история розы – это история сорта Gloria Dei – «Мир». Она была выведена французским селекционером Франсисом Мияном в конце 1930-х годов, когда над Европой сгущались тучи войны. Опасаясь уничтожения своей работы, Миян отправляет за границу многообещающий сорт незадолго до нацистского вторжения. Один пакет был тайно переправлен в Америку в дипломатическом почтовом ящике прямо перед закрытием границы. 29 апреля 1945 года, в день взятия Берлина, состоялось открытие выставки Тихоокеанского розового общества в Пасадене, штат Калифорния. Там была организована презентация того самого эвакуированного сеянца 3-35-40. Чуть позже, на первом заседании Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско, каждому делегату вручили розу «Мир» с запиской: «Мы надеемся, что роза «Мир» повлияет на мысли людей о вечном мире на всей планете». В августе этого же года сорт «Мир» награждается премией от Всеамериканского бюро селекции роз. Цветок, спасенный от хаоса войны, стал символом надежды человечества на то, что подобный конфликт никогда больше не повторится. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Сегодня роза – это больше, чем просто символ. Это глобальная индустрия. Важной отраслью является производство розового масла для парфюмерии, которое сосредоточено в таких странах, как Болгария и Турция. Но гораздо более крупным направлением является торговля срезанными цветами. Путь розы, которую покупают на День Святого Валентина, это переплетение современной логистики, торговли и труда, связывающее фермы в южном полушарии с флористами в северном. Страны, расположенные вдоль экватора с их стабильным климатом и большой высотой над уровнем моря, стали главными поставщиками этих цветов. Некоторые отчеты указывают на то, что Кения обеспечивает почти 40% всего импорта роз в Европейский Союз. Между тем, Южная Америка, особенно Эквадор и Колумбия, доминирует на североамериканском рынке. Высокогорья Анд помогают производителям выращивать розы с крупными бутонами и длинными прямыми стеблями. В 2023 году Колумбия экспортировала более 300 тысяч тонн свежих цветов, значительную часть из которых составляли розы. Возможно, главным примером стойкости розы является живое растение. У стены Хильдесхаймского собора в Германии растет куст шиповника Таусент-Яригер Розеншток, тысячелетний розовый куст. Хотя эксперты оценивают его возраст примерно в 700 лет, легенда гласит, что он был посажен в 815 году нашей эры. В 1945 году бомбардировки союзников сравняли собор с землей, а розовый куст был сожжен. Но благодаря руинам собора его древние корни пережили пожар и дали новые побеги. Сегодня его цветы – яркое свидетельство стойкости, которое позволило розе не только стать свидетелем истории, но и изменить ее. От древнейших рисунков первых цивилизаций до сердца глобальной цепочки поставок, роза была свидетелем и участником нашей истории. Она была частью древних мифов, символом имперской власти и тайн. Она символизировала веру, мученичество и милосердие. Ее именем была названа война, а через десятилетия мир. Она положила начало садоводческой революции, возглавленной императрицей. Роза покорила историю не силой, а удивительной способностью впитывать и отражать самые сокровенные идеи и эмоции. Она – символ войны и мира, жизни и смерти, священного и мирского. Это королева всех цветов не только потому, что она красива, но и потому, что ее история – это наша история. А в следующем видео мы сравним эфирное масло розы из Болгарии, Индии и Крыма.